Я, кажется, нашла свою главную осеннюю покупку. Такие шикарные сапоги. Только хотела сказать, что сегодня я ничего не нашла по сумкам, как тут же нашла такую вот прекрасную оливочку. Вот здесь 75% шерсти, и стоит это пальто 12 тысяч рублей. Всем привет, меня зовут Аня Дрягина, вы на моем канале. Сегодня у нас очень важная тема – это осенние тренды. Я считаю, что скучно рассказывать, сидя за столом дома про тренды. Мы пойдем смотреть тренды в Зару, потому что куда еще пойти смотреть все последние новинки, как не в Зару. Именно Зара первая перехватывает все самые-самые крутые дизайнерские вещи, перерабатывают их и делают их доступными по цене для нас. Поэтому выбор очевиден, по-моему, мы идем туда. На мне сегодня тоже Зара, такой вот мужской клубный пиджак из 70-х. Я его подгоняла под свой рост, укорачивала, наверное, сантиметров на 6 в ателье. Теперь он на мне сидит идеально, и я его постоянно таскаю, очень мне нравится. Футболка Klein, тоже мой любимый бренд футболок, постоянно покупаю футболки, потому что они реально плотные, крутые. Я вам скоро покажу неправильные футболки, как раз у меня тут приехала одна неправильная футболка, специально ее не сдаю, оставила для вас. Джинсы Levi's, показывала их неделя луков, мои любимые джинсы. И новенькие кроссовки из Зары, белые такие, вот обновила белые кроссовки, потому что мои старые как-то не очень уже хорошо выглядят. Белые часто нужно менять, потому что они быстро теряют свой внешний вид. Очки откуда-то из масс-маркета, по-моему, Stradivarius, они у меня прошлогодние. И часы Ника, российский бренд, часы Хронограф серебряные, тоже их обожаю, постоянно таскаю. У меня сегодня такой простой рабочий лучок, я еще не проснулась окончательно. Я сейчас постараюсь как-то собраться, чтобы вам по-быстрому все это рассказать, потому что у нас времени немного, так что давайте уже погнали. И самый главный тренд сезона, о котором я хочу поговорить, самый такой первый, важный, яркий, это бахрома. Бахромы я уже вижу много. Чем длиннее бахрома, тем она лучше. То есть она может быть и какой-то кожаной, просто кожа порезана на полоски, и вот такой вот нитиной. В общем, больше бахромы хорошие, разные. Вот такое вот классное платье, 4300 рублей оно стоит. В составе у него хлопок 59%, полиэстер, эластан, ацетат. Ну, в общем, такой неплохой состав. Плотная ткань мне нравится. И, кстати, классное платье. И как на повседневку можно его обыграть хорошо. Допустим, вот там с какими-то казачками, если они вам еще не надоели. Так, куда-то в клуб в нем выйти, возможно, надев вот такие вот, допустим, к нему высокие сапоги. Чтобы это было так сексуально. Вообще очень хочется какой-то уже сексуальности, потому что в последнее время мы носили все такое объемное, а сейчас как-то силуэт все равно стремится более к приталенности и к облеганию, показыванию фигуры, что мне, в принципе, нравится. Вот тоже такой комплектик с бахромой, но эта юбка мне нравится уже гораздо меньше, чем платье. Как-то она выглядит слишком офисно, и бахрома здесь немножечко не к месту. А вот верх, вот эта вот куртка-рубашка мне нравится. Кстати, ее, наверное, невысоким девочкам можно надеть как платье. С какими-нибудь плотными леггинсами, которые снова вернулись, с виниловыми леггинсами, очень круто будет, и грубые ботинки. Состав не натуральный, стоит 4300 рублей, акрил, хлопок, полиэстер, вискоза, 1%, могли бы вообще не писать про нее. Черно-красный клетчатый принт, обожаю, каждой осенью он актуален, никогда не выходит из моды. Это такой псевдотвид. Она не очень плотная, ее можно будет надеть куда-то вниз, какую-то верхнюю одежду. Вот такая вот тоже рубашка, платье, рубашка скорее даже для невысоких, с бахромой. Бахрома сзади, бахрома спереди. 4300 рублей, очень круто смотрится. Хочу примерить, в качестве платья, скорее всего, хочу примерить. Здесь же рядышком стояли вот такие вот крутейшие ботинки, грубые, злые. 6000 рублей, естественно, кожа не натуральная, под рептилию, что-то более уже интересное, чем мы носили в прошлом году. Хочется примерить прямо сейчас. Естественно, не с этими джинсами. Можно в них заправлять костюмные свободные брюки, либо носить их с юбкой, с какими-то шортами. Но ботинки очень крутые и, кстати, удобные. Мне вот, я стою в них, очень удобно. Кожзам мягкий. И снова бахрома. Здесь только спереди. Кстати, классная куртка, несмотря на то, что это какой-то искусственный вельвет. Тоже 4300 рублей. Смотрится круто. Я бы носила с кожаной короткой юбкой и грубыми ботинками, как раз, которые я только что показала. Очень крутое было бы сочетание.
Меня даже не смущают эти небольшие стразы, хотя я блестки не люблю на одежде, но здесь, в принципе, они смотрятся деликатно и мне нравится. Обязательно куплю что-то с бахромой себе в этом сезоне. Вот это тот плохой пример страз, который покупать не стоит. 4300 рублей, и у кроссовок неплохая форма такая, нейтральная, можно сказать, базовая. Но эти блестки, мне кажется, все портят и дешевят. Не знаю, мне не нравится. Что думаете? Еще из антипокупок я нашла вот такое вот пальто из полиэстера. Во-первых, у него невнятная длина до колена. Стоит оно 3300 рублей, и настолько и выглядит. Смотрите, оно блестит, очень тонкое, без подкладки, в нем будет холодно, даже, наверное, градусов в 10. Куда и когда его носить, мне непонятно, у него нет застежки, то есть это абсолютно непрактичная вещь, некрасивая, не стильная, вот это покупать не надо, несмотря на то, что это стоит недорого. Следующий тренд – это, конечно же, кожа. Кожу мы носим, носили и будем носить. Никогда она, наверное, нас не покинет. Ну, в ближайшее время точно. Эти вот пиджаки в прошлом году появились, они меня немножечко смешили, потому что они такие прямо из 90-х. И такой был у моей мамы в 90-е. Мне было немножечко это как-то странно и забавно, но сейчас я смотрю, и мне даже хочется примерить. Очень классный пиджак, тоже 4300 рублей. Сегодня просто все стоит 4300 рублей. Естественно, это полиэстер, но смотрится он достаточно достойно. Классный, прямой, объемный. Мне кажется, очень здорово. Примерила, мне очень комфортно, на мне размер XS. Здесь даже и рукав на месте, и плечо на месте. Немножечко, может быть, укоротила бы длину, но хотя если носить с платьями или юбками, а не с джинсами, я бы не стала ничего укорачивать. Вот, кстати, вместо косухи, которая уже немножко поднадоела, я бы лучше взяла вот такой вот пиджак. Следующий такой яркий тренд – это куртки, рубашки разной степени утепленности. Это вот такая вот тоненькая, без подкладки. Есть такие же именно как куртки с подкладками. Здесь 100% полиэстер, тоже 4300 рублей, как и все сегодня здесь стоит. Какая-то здесь стандартная цена 4300 рублей. Очень классная расцветка в этой куртке, но это прям на раннюю осень. Если худи вниз пододеть, то можно, наверное, до плюс 10, а так до плюс 15, не больше. На футболку вообще даже сегодня вот плюс 15, мне кажется, будет немножко прохладно, если ветер дует. Но мне очень нравится оттенок. Я сейчас ее примерю. На мне размер М, естественно, мне она большая, даже на худи мне будет эта рубашка большая. Возможно, что я XS даже примерю и, может быть, даже куплю. Хотя здесь есть еще другая рубашка, которая мне нравится не меньше. Я ее покажу вам позже, если она еще осталась. Это такой мужской пиджак-пальто. Тоненько, конечно, тоже вот только на теплую погоду. Плюс 15, полиэстер, вискоза, эластан. Полностью синтетика. Вот. Ну, максимум до плюс 10, если вниз теплый свитер пододеть. Но очень красивая клетка. Мне прям как полноценное пальто. Стоит 5600. Выглядит клево, форму держит ткань. Примерим? Мне кажется, лучше будет на высокий рост. Либо носить с платьем, потому что с джинсами как-то немножечко рост съедается. Мой, во всяком случае. Но вещь мне очень нравится. Возможно, сделать вот так вот в ателье. Вот шикарный пиджак. Вот такой тоже классный пиджак из искусственной кожи. Также он стоит 4300 рублей. Сегодня просто все стоит 4300 рублей. Очень крутой, очень базовый, очень красиво он смотрится с оттенками коричневого для таких более деловых образов. Ну и для более неформальных это, естественно, джинсы, какие-то короткие юбки. Брюки, кстати, стоят 3000 рублей. Это полиэстер и вискоза. Мне кажется, тонковато на зиму, но на осень неплохо. Много здесь базовых топов, нейтральных оттенков. Вот выбрала такой, из микрофибры. Очень приятный к телу, 900 рублей стоит. Под низ надевать под любой пиджак, под любой кардиган. Они просто необходимы. Обязательно помните о таких вещах, потому что вот эта простая маечка внизу иногда играет очень большую роль. Очень интересный свитер. Такой прям гранжевый. Я его вижу в гранжевых образах. С какой-то короткой расклешенной юбкой, грубыми ботинками, либо с шортами, грубыми ботинками. Так, на него выполнен интересный рукав. Но это 100% акрил. Стоит 3000 рублей. Здесь бирочки, к сожалению, нет. И я бы 100% акрил покупать не стала, потому что он очень быстро скатается. И в акриле холодно.
Поэтому, наверное, я все-таки рекомендовать его не могу. Тренд, который пришел к нам весной, это воротник поло. Именно не футболки лакост стандартные с воротником поло, а какие-то свитерочки, джемперы вот с таким воротником. Это, кстати, очень хороший по составу. 3300 он стоит. Нейлон, 30% шерсти, 30% вискозы и 4 кашемира. Очень приятный, тепленький. Отличная вещь. Еще здесь сразу же покажу следующий тренд сезона. Это жилеты. Также они уже у нас не первый сезон с нами, уже второй. Я чувствую, что он акриловый. Скажу, что у него в составе. Да, 89% акрила, 3000 рублей, но очень классный цвет горчичный. Мне нравится этот рукавчик. В этом что-то есть. И, кстати, я тут сразу образом всем вам показываю, как висело. На осень самое то, но если вы не боитесь, конечно, акрила, потому что акрил носится очень мало. Следующий тренд, который также к нам уже заходил весной, прошлой зимой, это полная длина брюк. Долгое время мы носили все укороченное, теперь мы носим полную длину. То есть джинсы должны вот так вот лежать на кроссовках, либо на ботинках, что там у вас внизу ботильоны. Такие ранние нулевые. Я помню, у меня в школу я ходила, такие были. Как раз такие же плотные и такого же цвета. Обожала их, носила, просто износила до дыр. Вот еще один вариант куртки-рубашки. Немножечко такой спорный, но если у вас есть собачка и вы гуляете с ней около дома, если вы любите ездить на дачу, то за 3300 рублей вот такая куртка с влагоотталкивающей пропиткой станет вашим спасением. Она очень-очень мягкая, прям воздушная. И мне кажется, ее как пуховичок Юникло можно свернуть в маленький-маленький мешочек. Она не займет много места. И в путешествия, кстати, тоже очень удобно брать, потому что вроде бы мы начали куда-то выезжать, вроде бы нас немножечко стали выпускать, так что скоро, я думаю, мы снова поедем в Европу, Азию и прочие прекрасные места. Уголок странных принтов. Мне как-то не нравится. Мне кажется, это как-то очень инфантильно смотрится и выглядит дешевенько, как будто бы это какое-то реально домашнее белье, домашний халат. Стоит это 3300 рублей, и это, естественно, полиэстер. То есть даже дома в этом некомфортно. Расскажите, если кто-то такое носит, как вы это обыгрываете? С джинсами носите, как верхний слой или как? Потому что как платье я это не вижу. Мои кроссовки. Почему-то в магазине они стоят 4000 рублей, а на сайте 2. Кстати, вот такие вот небольшие платформы сейчас тоже актуальный тренд. А платформы в стиле Space Girls, как мы носили в прошлом, позапрошлом году, уже отошли. То есть платформочка должна быть небольшой. Возвращаемся тихонечко к классическим моделям. Очень мне нравится задумка этого костюма. Верх стоит 2600 рублей, низ 3000, но сделан он почему-то из 77% нейлон, 23 эластан. То есть из синтетики. В нем будет очень некомфортно, мне кажется, холодно на улице и жарко в помещении. Хотя очень красивый цвет, и я понимаю, что ткань держит форму, все это будет, скорее всего, классно сидеть, но в этом будет некомфортно просто. Вот, тоже классная, очень актуальная тканевая кеды на небольшой платформе, 2000 рублей у них стоимость. Немножечко их уже тут кто-то опинал, так что заказывайте лучше на сайте. Ну и это только для тех, кто ходит аккуратненько. Вот такие вот платьишки, кстати, 100% вискоза, всего 3300 рублей. Отлично смотрится на невысоком росте, но смотрите, чтобы это не выглядело очень инфантильно, чтобы это не делало вас маленькой девочкой, выбирайте к ним какие-то взрослые абсолютно аксессуары. Я бы надела вот как-то вот так. Это и, кстати, вот еще один тренд, про который я сразу хочу сказать, это квадратные носы обуви. Острые носы также актуальны. Квадратная – это как бы остромодный тренд, а острый – это классика. И смотрите, если у вас невысокий рост, такой квадратный носочек может очень его вам обрезать. Поэтому будьте с ним осторожны. Я, кажется, нашла свою главную осеннюю покупку. Такие шикарные сапоги-трубы на маленьком каблучке Kitten Hill. Натуральная кожа, 12 тысяч рублей. Очень мягкие, такие красивые, классные. И мне они будут примерно до колена. Что важно, потому что обычно сапоги очень высокие, на невысокий рост, и у меня они заканчиваются где-то на середине колена, что абсолютно режет ногу, никак мне не подходит. Вот эти прям вообще класс, супер, я хочу их. Следующий тренд – это трикотаж, трикотажное платье, трикотажные костюмы в разных оттенках, бежевый такой, более нейтральный, нежно-зеленый скорее, более такой интересный. Но для меня странен выбор короткого рукава для зимы, для осенне-зимнего сезона. То есть либо вниз что-то придется пододеть, либо что-то наверх накинуть, потому что так просто ходить холодно.
Я понимаю, что это выглядит все очень трендово и круто, но как бы нужно думать и о практичной стороне. У этого костюма укороченные брючки, это на мой рост они полноценная длина, а так они немножечко, наверное, кюлоты, то есть тоже нужно думать, что надеть внизу, какие-то ботильоны высокие, либо, может быть, даже примерить их с какими-то высокими сапогами до середины голени. Еще один долгоиграющий тренд – это цепи на одежде и даже обуви. 4300 рублей стоят вот такие вот из овечьей кожи топули, можно сказать, балетки. Можете сами сделать себе такие, просто купив цепи в магазине фурнитуры. И вот для тех, кто больше любит острый носочек, есть вариант с маленьким-маленьким киттен-хиллом. Стоят они 3300 рублей, но это уже не кожа, это полиуретан. Но я бы скорее выбрала такие, потому что для невысоких девочек лучше все-таки острый нос, он немножечко рост вытягивает. Такие цепи вы можете к любым своим лодочкам, к любым своим туфелькам, приобретя браслеты в каком-нибудь H&M сделать, и у вас будет трендовая обувь. Еще по обуви тоже очень красивая кожаная, вот такие вот ботильоны за 8000, это бычья кожа, очень тоже мягкие, но смотрите, они могут немножко резать ногу, примеряйте на себя, смотрите, как они на вас смотрятся, потому что такой вариант опасный, но очень трендовый, и в них очень круто заправлять широкие брюки. То есть с костюмом отлично подходят вот такие вот именно ботильоны высокие. И, кстати, низы брючин ваших длинных, которые сейчас актуальны, будут всегда осенью чистые, они не будут забрызганы. Сегодня все для невысоких получается. Смотрите, вот такой вот пиджак. Какая его необходимость, вы знаете. В вашем гардеробе он стоит 4300 рублей, полиэстер и вискоза в составе. Вниз надеваем вот такое вот коротенькое платье. На ноги либо туфельки, либо сапоги, либо какие-то там ботинки типа мартинсов. И вот отличный классный образ на каждый день. Платье из вискозы, кстати, 3300 рублей стоит. Очень красивый у него такой осенний цвет. Можно плотные колготки, можно контурные колготки к нему. Обожаю такие сочетания на повседневку. И можно куда-то и в кино пойти, и в кафе посидеть. В общем, прямо в любое место, в любое время. Нет, ну Зарочка молодцы, нашили таких хороших плотных пиджаков, 5600 рублей, полиэстер и вискоза. Я бы на свой рост укоротила в ателье. Пришлось бы еще переносить карманы, так что это скорее вариант для тех, кто либо хочет запариваться, либо для высоких. Но очень приятная, хорошая ткань, мне нравится, что он держит форму, отличный оттенок такой бежево-белый. Очень классная, базовая, хорошая вещь, такое, можно сказать, вложение в гардероб. В противовес тому плотному пиджаку, вот этот вот Саша назвал его жидким, и он, правда, как будто бы жидкий такой, не держит форму, 5600 рублей стоит, 100% полиэстер, еще, мне кажется, на нем затяжки будут оставаться, абсолютно неактуальный, некрасивый, выглядит он дешевле своей цены, еще эти странные золотые пуговицы, по-моему, пластиковые. В общем, я бы такой покупать не рекомендовала и себе бы такой никогда не купила. Странно, что здесь отдельно висел пиджак и отдельно брюки, потому что это костюм, абсолютно одинаковая ткань. 3300 рублей стоят брюки. Тоже они хорошие, плотные. Отличный костюм на раннюю осень или для тех, кто не боится носить светлое зимой. Тут сразу же увидела платье, которое отлично с этим пиджаком смотрится. Вообще просто супер, обожаю такие сочетания цветов. И вообще обожаю такие вот легкие летящие платья, не боюсь их носить зимой с плотными какими-то колготками и высокими сапогами. 4300 рублей я бы здесь выбрала темно-коричневые сапоги, либо бежевые. И, соответственно, темно-коричневые колготки плотные. Это полиэстер, конечно, но выглядит это полиэстер неплохо. Есть, знаете, плохой полиэстер и хороший полиэстер, о чем я вам постоянно говорю. И вот этот не собирается образовываться в затяжке, мне кажется. Хорошая подкладочка там внизу. Ну, в общем, в этом платье все отлично. И я бы еще с кардиганом его примерила, с бежевым здесь не вижу, но тоже будет очень классно. Такое что-то в духе 70-х. Нашла вот такой интересный костюм с укороченным жакетом. Верх стоит от него 5600 рублей, низ 2600. Брючки как будто бы немножечко расклешенные, возможно, укороченные. Хочу примерить, надеюсь, у нас хватит на это времени. Цвет не мой, но мне интересен фасон, потому что такого давно не было, и такого я еще не примеряла. Это XS, он прям такой по фигуре. Мне кажется, будет немножечко непривычно. Помните, вначале я показывала вам куртку из искусственной замши. Так вот,
та куртка была неплохой, а вот это вот просто ужасная. Сразу видно, что искусственный материал. Передняя часть этого изделия просто выглядит неактуально. Тут нет застежек, даже какой-то пояс этого не спасет, потому что видно, что это очень дешевая синтетика, тоже 3300 рублей. Странная длина чуть ниже колена или до колена. В общем, такая тоже антивещь, еще в черном цвете такое есть, и я тоже не знаю, кто это купит, мне не нравится. Ну, кстати, 70-е тоже все еще в тренде. Платье абсолютно в стиле 70-х, с таким же ремешком. Я бы не носила с казаками, как здесь стилизовано, я бы надела именно с ботинками какими-то или сапогами в стиле 70-х. Возможно, с жокейскими, которые тоже в тренде, но я здесь пока их не нашла. Жокейские, кстати, сейчас самые актуальные. Платье из полиэстера 5600 стоит, но это хороший полиэстер, и у него красивый принт. Я бы дождалась на него скидку. Скидка 50%, и обязательно бы купила это платье, если бы у меня был высокий рост, потому что у меня роста для него не хватит. Это от 1,70 м для девочек. 50% шерсти, и ее уже можно носить хотя бы до +5. Я бы ее обыграла вот с такими брюками на кулиске. Такие кожаные джоггеры. Сколько они стоят? Думаю, 1003. Да, 3000 рублей. Естественно, это искусственная кожа. Но в таких, кстати, брюках очень комфортно. Они внутри имеют такое мягонькое такое напыление. Возможно, сидеть в них целый день в помещении как бы не очень будет удобно. А вот если в них куда-то выходить гулять, мне вполне нравится. Я такие брюки люблю, ношу, у меня таких в гардеробе много. Я, кстати, нашла, что у меня такие есть еще коричневые и зеленые, совершенно про них забыла, но сейчас буду носить. Стилизовала бы их с высокими ботинками, а вниз бы надела либо какую-то водолазку, чтобы закрыть шею, закрыть горло. Обожаю, когда осенью закрыто горло, потому что у меня шея мгновенно замерзает, я замерзаю вся. Либо, кто не боится замерзнуть, может надеть вниз кроп-топ, это будет очень сексуально. Помните, в Love Republic я показывала вам за 13 тысяч пальто, в котором не было шерсти. Так вот, здесь 75% шерсти, и стоит это пальто 12 тысяч рублей. Абсолютно базовое, ничего лишнего. У него такая приятная фактура. Выглядит оно дорого, выглядит оно хорошо, отличный цвет. И вот это вот такое пальто, которое вы будете носить в этом году, в следующем и еще 10 лет вперед, потому что такое пальто никогда не выйдет из моды, потому что в нем нет никаких лишних деталей. Тоже такое вложение в осенний гардероб. Вот те куртки, рубашки, о которых я говорила, тоже из полиэстера, и также стоят 4300 рублей. Очень красивый у нее такой осенний принт. Очень мне нравится. А здесь также есть другая куртка, и она уже с шерстью, в ней 27% шерсти, немного, но тоже очень красивый принт. Единственное, я уже очень многих людей видела именно в этой куртке, притом и в Инстаграме, и в метро, на улицах, и, кстати, не только девчонок, но и парней. Еще одна такая вот джинсовая куртка-рубашка с бахромой, 3300 рублей стоит. Очень мне нравится, ничего лишнего, прям такая она по минимуму сделана, и только бахрома, такая ее фишечка, вот это вот. Ближе всего мне по стилю, и я бы ее с удовольствием купила и носила бы с кожаной юбкой. Например, вот с такой вот. Вот классное сочетание. И грубые ботинки Мартинса, например, вниз. Юбка стоит 3000 рублей. Из такой же кожи под рептилию есть брюки, 3300 рублей. И у меня такие были в 6 классе. У меня прямо сейчас минутка ностальгии снова. Они были с каким-то напылением, эти под кожей, у меня вот они были из ткани, но как сверху было такое напыление резиновое. У меня прям вообще сейчас возвращение в 2000 какой там, когда я училась в 6 классе, в 2000 году, наверное, в 2001, может быть, где-то. Вот, кстати, к тому платью, которое я только что показывала в духе 70-х, коричневому, идеальные сапоги 12 тысяч рублей, натуральная кожа, естественно, и очень удобная колодка. Если вы любите стиль 70-х, вот. То, что вам нужно, это осенью. И дубленочку еще возьмите. Платье такое немножечко в духе Гуччи, только гораздо проще. 4300 рублей. Цена, которая здесь сегодня нас преследует. 54% вискозы. Полагаю, что вот это нижняя часть из вискозы, а верхняя из нейлона. Очень красивое платье, интересно примерить. Не думаю, что мне оно пойдет, но сама стилистика мне очень нравится. Такая немножечко викторианская. Еще такой бант на шее, очень красиво, очень необычно, и выглядит оно дороже, чем стоит. Также здесь есть такого же плана блузка, но я бы выбрала все-таки платье. Платье, мне кажется, гораздо интереснее. У блузки рукав тоже выполнен из той же ткани, как и низ, а здесь рукав такой вот шифоновый, прозрачный, и мне кажется, он нежнее выглядит. И вот, наконец-то мы нашли длинную куртку-рубашку.
Длинную, мне кажется, на осень покупать более целесообразно. Здесь 50% шерсти, цена 7000 рублей. Ее классно можно носить вместо пальто. У нее нет подкладки, она такая на теплую осень, ну, возможно, до 0 градусов где-то ее можно носить. Но очень она, конечно, крутая, и с грубыми ботинками, с какими-то, либо вот даже с такими вот ботфортами, которые тоже тренд и которые сейчас снова вернулись. Это кожаные ботфорты. Я же говорила, что сейчас тренд сексуальный снова возвращается. То они будут прекрасно смотреться вместе. А вниз можно все что угодно надеть. Хоть платье, хоть шорты с водолазкой, с каким-то свитером. В общем, все, что вы хотите. Только хотела сказать, что сегодня я ничего не нашла по сумкам, как тут же нашла такую вот прекрасную оливочку из натуральной кожи, по-моему, 7000 рублей ее стоимость на сайте. Здесь не могу найти ценник, у нее вот такая вот массивная цепь, что очень круто будет смотреться с пальто, потому что тоненькая цепочка с пальто будет иметь диссонанс. А здесь как раз такой осенний вариант, ну и тем более ее всегда можно отстегнуть, носить как-то отдельно, носить эту сумку как клатч. Она прям такая мягкая, такая красивая. Я влюблена. Помните, показывала вам в начале свитера, здесь еще джемпер такой. Также стоит он 3300 рублей. Написано, что это кардиган, я бы не назвала это кардиганом. С таким вот объемным большим воротником. Застежки на воротнике также тренд с прошлого сезона с нами остался. Но это 100% акрил, поэтому я не знаю даже советовать его или нет, потому что боюсь, что он сразу же скатается, носиться будет очень мало. Акрил плохо носится. Красивое пальто на раннюю осень, тоненькая, очень мягкая, приятная, из 100% шерсти, 16 000 рублей, красивый хаки оттенок, пальто-халат, такое базовое вообще абсолютно, очень мне понравилось. Буду ждать его на скидках, потому что, наверное, на осень дороговато 16 000 пальто, хотя, почему нет, оно того стоит, и 100% шерсти. Можно до -5 смело носить. Еще одна такая забавная сумочка-подушка, тоже с массивной цепью. 3300 рублей, естественно, это не натуральная кожа, но выглядит прикольно. И ради того, чтобы разнообразить немножечко свой гардероб, почему бы и нет, трендовые вещи не должны стоить дорого. Выглядит она, я бы не сказала, что как-то дешево. И цепь крутая. Еще один актуальный тренд – это подчеркнутая талия. Такие вот широкие классные пояса по 1900 рублей. Есть светленькие, есть черненькие. Мне очень понравились. Несмотря на то, что это не натуральная кожа, они выглядят достойно. Пряжка это тоже выглядит достойно. Для масс-маркета бархатный я бы, наверное, не взяла, потому что на бархате всегда остаются какие-то мелкие ворсинки. И если носить его с пальто, со свитерами, все эти ворсинки будут видны. Ух ты! Так здорово, сразу пояс и сумочка. Такой немножко вечерний вариант, 3300 рублей. Ничего подобного я не видела, и вообще-то не выглядит на масс-маркет, выглядит дорого, выглядит это круто, необычно. И вот для тех, кто любит именно какой-то небольшой изюм, я бы очень рекомендовала такое купить, я себе, скорее всего, это возьму. Мне это надо. Какая прелесть. Такой, как портсигар, маленький, начало прошлого века. Айфон, конечно, не поместится, а вот помада отлично. О, вот еще одни сапоги моей мечты на маленьком каблучке. Также они из натуральной кожи, 12 000 рублей. Теперь я даже не знаю, как я хочу больше, эти шоколадные или те бежевые, которые я показывала в начале. Мне нужны и те, и другие. Какая прелесть. Еще слово про трикотаж. За 3300 рублей вверх, 3300 рублей низ. Есть вот такой вот костюм с юбкой. Когда говорю о трикотаже, мы убираем именно плотный трикотаж. Мы не убираем тонкий, который не комплементарен практически никакой фигуре. Лучше брать трикотаж поплотнее. Здесь 52% вискозы. Я не могу сказать, будет ли он скатываться. Он сам по себе немножечко такой ворсистый. Но в целом этот шоколадный костюм мне очень понравился. И такое вот красивое платье. На нем лошадки, кстати. Я не сразу рассмотрела. 4400 рублей, но, к сожалению, 100% полиэстер. Платье-рубашка. Жаль, что оно не из вискозы или какой-то другой благородной ткани. К сожалению, я не рассчитала свое время, и сейчас мне нужно ехать за дочкой в школу. Она учится в 1 классе, очень волнуется, когда я не прихожу за ней вовремя. Мы сделаем вторую часть из Зары, покажем, что еще здесь есть, покажем обязательно примерку вещей. Ждите.
через пару дней я постараюсь съездить ее снять. Еще очень мне неприятно читать ваши комментарии, что я там как-то не так говорю, как-то не так выгляжу. Девчонки, никому не давайте себя шеймить, тем более каким-то левым людям из интернета. Просто блокируйте таких. А если вам что-то не нравится, вы знаете, сверху в правом верхнем углу есть крестик, и нажимаете на него и живете дальше. Во всяком случае, я делаю так, мне хватает такта и воспитания никому не писать гадости, и я вам желаю того же. Обязательно смотрите наши новые обзоры, пишите, куда хотите, чтобы мы еще сходили. Возможно, посмотрим новую коллекцию манго скоро и Массимо Дутти. Также не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на мой канал, заглядывайте ко мне в Инстаграм, там вся моя жизнь. Пока-пока!